Привет! Это новая Nintendo Switch 2 и ее новое крепление джойконов с помощью магнитов. Легко отцепляются, легко прицепляются. И первое, что я хотел попробовать еще с самой презентации, это вот так ее покачать. На самом деле есть ощущение перелома, ощущение того, что вот сейчас она отвалится, но на самом деле держится очень и очень хорошо. Nintendo Switch 2 во всем стала лучше и во всем дороже. Серьезно, она стала больше, но все такая же легкая, получила новые фишки и стала мощнее, и в ней прям все хорошо. Кроме цен, буквально на все. Если вы считаете, что Sony это контора, уверяю вас, Nintendo далеко от нее не ушла. Начнем мы с цен. Мы оформили предзаказ и получили эту консоль абсолютно официально от самой Nintendo. В пересчете на рубли вышла она нам в 52 тысячи. Также комплекты по предзаказу сейчас доступны и на Авито. Есть они в продаже по 60-65 тысяч. Официально можно, конечно, взять и дешевле. Можно взять моноязычную версию всего за 27 тысяч рублей, но только с японским языком. Докиньте еще 10 тысяч, получите мультиязычную версию, в которой можно будет выбрать и русский язык. Уже 38 тысяч рублей. А есть еще и вот такая версия в США за 35 тысяч рублей, но это без учета налогов. Плюс доставка, накрутка, вот и получаем 60 тысяч на старте. Можно, конечно, смело ждать понижения цены, где-нибудь через пару месяцев, а может к концу года, но тут все зависит, конечно, от курса валют и, конечно, от спроса. Самое смешное, предзаказ-то вы получаете до старта продаж, совершенно официально от Nintendo, но сама консоль ничего не может до 5 числа. Да, все функции запустятся только 5 с обновлением, а вот до этого момента консоль у вас включается, но на ней не запустится даже ваш картридж. Но давайте к комплектации, она тут максимально богатая. Тут нам джойконы, красненькие и синенькие, сам Switch 2, петельки на руку с новым магнитным креплением. Они легко крепятся, и чтобы отцепить, надо нажать на кнопочку. HDMI для телевизора, док-станция с кулером и новой системой охлаждения, крепление, превращающее джойконы в контроллер. И вот тут крепление тоже новое, магнитное. Крепятся джойконы легко, но вот отсоединить их можно легко, потянув с усилием. Блок питания и кабель для зарядочки. Все здесь. Сам Switch 2 остается таким же легким и на самом деле компактным. Визуально он очень сильно напоминает Steam Deck, ну по крайней мере мне, и в руках держится прям как премиальный продукт, очень хорошо. Толщина все так же 13,9, а вот в ширину и высоту он, конечно, прибавил. Выглядит реально круто. Покрытие у него матовое, не скользящее, ощущается прям дорого. Есть подставочка, можно ставить под любым углом, это удобно, и весит консоль чуть больше, чем полкило. Ну, а на корпусе у нас теперь два порта USB-C, чтобы вы могли заряжать его в любом положении, ну и удобно и заряжать, и подключать одновременно дополнительные аксессуары. Ну и главная фишка джойконов, конечно, магнитное крепление. Крепятся они теперь максимально легко, отцепляются буквально одним нажатием на кнопочку. Всему этому вас научат при запуске консоли. Вы ее запускаете, вам показывают, вот сюда нажмите, так оно отцепляется. Все это максимально надежно держится, вы можете не бояться, что все это... Хотя, наверное, есть вероятность, что я ее сейчас расшатаю вот этими действиями, но если посмотреть, как все это устроено, то проблем быть не должно. Легкий люфт, он ощущается, и он абсолютно нормальный. То есть все это не как летая конструкция, а действительно вы видите, как все это немножечко шатается, но при этом держится надежно. Кнопочки SL и SR у нас стали побольше, и появился режим мышки. Джойконы кладутся на стол, и вы играете в стратегии или шутеры как на ПК. Все это не просто хорошо, это прям замечательно. Новая кнопочка на правом джойконе открывает игровой чат. Это прям отдельная фишка Switch 2. Можете общаться с друзьями, и для этого в Switch есть и микрофон, и шумоподавление. Но вы вот этой кнопочкой, этой функцией вряд ли воспользуетесь, потому что для нее вам нужно купить специальную веб-камеру за $50 отдельно, еще и подписочку, хотя функция бесплатна, но она входит в подписку Nintendo Switch Shop и Nintendo Switch Online, извините. Но и самое главное, прям самое эпичное. Для России эта функция входит в список санкций от Nintendo. Об этом чуть-чуть позже. Карты памяти сюда нужны microSD Express. Рекомендуются от Samsung и SanDisk, но старые картриджи тоже поддерживаются. Есть новые красивые красненькие. Вот их, кстати, старые консоли уже принимать не будут. Но в целом в Switch 2 256 гигабайт встроенной памяти, из них вам сразу будет доступно 232 гигабайта. Switch стал больше
побольше, теперь тут 7,9 дюйма, при этом тут нет OLED, тут IPS, но с HDR10. И не надо, пожалуйста, сразу хейтить этот IPS-экран. Понятно, что Nintendo попозже выпустит версию с OLED, но и IPS вышел очень-очень здоровский. Во-первых, панели бывают разные. Есть IPS дешевый, есть IPS дорогой. Так же, как и OLED. Вы не думаете же, что дешевые, дешманские, там, бюджетные Android-смартфоны с OLED-матрицами ставят реально качественный OLED, так же, как на флагманских смартфонах? Конечно, нет. OLED рознь, и с IPS точно так же. Nintendo взяла с поддержкой HDR10. Хороший экран с запасом яркости. Все с ним классно. Но, конечно, понятно, через год, полтора, может быть, два, увидим мы версию с OLED и еще раз понесем деньги Nintendo. Разрешение 1080p, поддержка 120 Гц, но только в играх под Switch 2 или апгрейд-версиях для Switch 2. И вот сейчас наберите воздуха. Для старых и новых игр появляется апгрейд до Switch 2 с улучшенной графикой и поддержкой режима мыши. Но его надо докупать отдельно за 10 баксов. И история вот эта не новая. Также поступала Sony, когда выходила PlayStation 5. Но звучит максимально дико. На старте ты отдаешь огромные бабки, оформляешь предзаказ. И в итоге у тебя есть Зельда, но ты должен еще доплатить $10, чтобы на обновленном железе получить максимально все его возможности. Это наглость, но вот так это работает, и вам с этим придется смириться. То же самое будет и с Hogwarts Legacy, и с другими играми. Готовьте по 10 баксов, чтобы играть в старую игру со всеми плюшками нового железа. Обиднее всего тем, у кого были картриджи, потому что даже наличие старого картриджа вас не освобождает от того, что вам нужно идти в eShop и оплачивать там апгрейд, потому что, ну иначе иди покупай обновленный картридж с поддержкой, собственно, Switch 2, потому что старый картридж ты вставляешь, и у тебя ничего не появляется от этого. А еще помните, на PlayStation 5 выходила Astrobot. Это такая игра, в которой вам раскрывали весь потенциал DualSense. В него надо было дуть, подкидывать. В общем, классная игрушка, которая вас знакомила с возможностями. Здесь такая же есть. Называется Welcome Tour. Стоит $9.99. То есть игра, которая по сути как инструкция, которая должна вам объяснить, что магнитное крепление надежно, что у вас есть режим мышки. В общем, познакомить вас со всеми функциями стоит $9.99. А вы еще Sony за что-то хейтите. Но если откинуть вопрос цены и просто дождаться взломанной версии, или вас не парит, сколько все это стоит, обновление не может не радовать. Основные фишки — это видео-чат с друзьями и Game Share, возможность, при которой ваша Switch 2 становится такой исходной консолью, которая раздает вашу версию игры на другие консоли. Причем они не обязательно должны быть Switch 2, это могут быть более старые версии. И все это только для эксклюзивов Nintendo. А если у вас вообще российский аккаунт, то Nintendo eShop до сих пор недоступен, привязка российских банковских карт невозможна. Можно покупать, конечно, картриджи и использовать иностранные аккаунты и карты пополнения. Но Game Chat на российских аккаунтах не работает, Game Share, возможность делиться играми через облако, отсутствует. Даже Virtual Game Card, функция обмена цифровыми версиями игр, между консолями не поддерживается, если у вас российский аккаунт. Я, конечно, не знаю никого, у кого до сих пор есть Nintendo и у него российский аккаунт, но вот так вот это работает. К сожалению, вот вам еще ложка дегтя, у вас точно работать не будет. Поэтому идите, заводите иностранные аккаунты. Конечно, радует, что она теперь Киберпанк тянет. Но как это все играется, мы оценим уже 5 числа. 5 числа нам станут доступны обновления, и, собственно, все под новое железо заработает. И тут мы сможем все оценить. В общем, пока новые ощущения есть. Новое поколение игр ждем. Режим мышки для стратегии — это круто, очень ждем. Но цены, конечно, кусаются. И в остальном, конечно, можно смело ждать взлом или брать себе версию с OLED и вообще радоваться, еще и дешевле гораздо. Но это новый Next Gen, да, это все-таки, мы хотели, мы ждали, вот дождались. 5 числа все заработает, снимем видео, как все это работает, нужно ли оно вам, что оно вообще выдает, и греется или нет, а главное, сколько все это работает при новых значениях в экране. В общем, будет интересно, подписывайся на канал, увидимся!